И снова здравствуйте! На канале Раисы Греченко «Дача, сад, огород, цветы» ответ на возмущение моих знакомых коллег по даче, по огороду. Сегодня я встретила их, и мужчина, неся тяжелые сумки, сказал мне: да сколько можно, когда же уже можно будет отдохнуть? Сегодня-завтра работаем, 24-го нужно до 2 часов, кучу работы сделать. Там уже предвидятся какие-то выходные у нас. Да, предвидится, и они не только предвидятся, а нужно будет отдыхать, обязательно отдыхать. У нас ожидает очень серьезные события, вернее 3 события. Это в первую очередь полное лунное затмение. Луна будет в это время максимально на близком расстоянии от Земли и пройдет свою точку перигея. Это так называемое суперлуние. А затем через несколько часов после прохождения точки перигея Луна войдет в фазу полнолуния. Вы скажете, когда это будет? Да, это все рядышком уже, 26 мая. Все эти события, все 3 события. Суперлуние, кстати, его многие называют цветочной луной, цветочным суперлунием, потому что оно всегда происходит в мае месяце, когда цветут сады. Ну, у нас перецвели уже в саду наши растения, но в основном везде и всюду начинается цветение. Так вот, у нас 3 события: суперлуние, цветочное суперлуние, полнолуние, сожженный путь, полнолуние начинается, и полное лунное затмение. И все это 26 мая. И пройдет это в знаке Стрелец. Очень сильное полнолуние и очень сильное затмение. Энергии просто переполняют эмоциями все наши тела, организм работает на максимальном пределе. Кстати, в некоторых странах в полнолуние всегда выходной. Там понимают прекрасно, что люди в таком состоянии не дадут нормального результата на работе. Поэтому любой день недели полнолуние – это отдых, это выходной и своеобразный праздник. Что нужно в это время делать? И что, кстати, важно понять и подготовиться к этому. В первую очередь нужно находиться в спокойствии, быть доброжелательным в мире, в гармонии с собой, с окружающим миром, в семье, благожелательным и быть в состоянии сострадания. Вы мне можете сказать: ну, подумаешь, ведь это полное лунное затмение у нас не будет видно на европейской части. Чего нам переживать? Пусть переживают в западной части Северной Америки, в Южной Америке, Австралии, Океании, Новой Зеландии. Вот у них там это видно будет, на них это повлияет. Нет уж, повлияет на всех. Это начинается в этот день, еще 4-й важный момент, начинается 26 мая, коридор затмений. 10 июня будет еще солнечное затмение. Так что очень много энергии. Многие астрологи называют это полнолуние, и затмение называют кармическим. То, как мы будем находиться в этот период коридора с 26 мая по 10 июня, зависит будущее наши 18 лет. Какими они будут для нас? Успешными, добрыми, позитивными. Все это зависит только от нас, от нашего настроения, от наших дел. Что делать в эти дни? Да, не просто отдыхать и заняться какими-то делами. Просто примите такую задачу себе и задание: минимум физических нагрузок. Независимо от того, что нужно там сделать на даче, в огороде. Минимум физических нагрузок. И не начинайте ничего нового. И в это время, естественно, не высаживаем, не сеем, ни в коем случае это не делаем. Нужно полностью расслабиться, избегать бурных эмоций, выяснения в семье, с соседями. И не принимайте поспешных решений, не рубите с плеча. Ну и если где-то кто-то будет вас втягивать в конфликтные ситуации, которые вызывают злость, агрессию, пожалуйста, не втягивайтесь в эти конфликтные ситуации. Будьте мудрее, уйдите от этого. И, кстати, даже исключите в эти дни перед 26-ми, после 26 мая,
исключите уборку. Да, это хотя бы 2 суток до и 2 после. Исключайте уборку в доме, это тоже нагрузка. Отложите все поездки, близкие, дальние, все это отложите. И отложите хирургические операции. Только можно экстренные, ну вот бывают такие случаи, что надо, вот тогда экстренные, это возможно. И откажитесь в эти дни от стрижки. Это тоже не в хорошую сторону, если пострижете волосы, просто-напросто перенесите стрижку на другое время. Вот такое очень интересное событие нас ожидает, и, уважаемые коллеги, пожалуйста, подготовьтесь, то есть выполните в ближайшие дни, у нас очень много времени для того, чтобы посадить всю рассаду, высадить растения, саженцы садовых растений, цветочные, ну и посеять очень хорошо 24-го еще с утра, и да, с утра с 6 часов до 14 часов выполнить эти работы, а затем позвольте себе с 24-го после 14 часов и по 28 включительно мая до 14 часов позвольте себе отдых, спокойствие, доброжелательность, сострадание, понимание. Пейте, уже есть очень хорошие травы, созрели, пейте чаи лекарственные, успокаивающие. Берегите свою нервную систему и, конечно же, сердечко, которое будет работать в эти дни на полную мощность. Ну а мы, Раиса Горяченко, Александр Волик, желаем вам это время пройти в состоянии позитива, хорошего настроения, зайти в этот коридор затмений кармический позитивно и, естественно, в ближайшие 18 лет быть в хорошем расположении духа, быть здоровым и получать хорошие урожаи на наших участках. До новых встреч в новых видео!